Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 11 по 17 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и все равно какой-то инсайт вы получите. Тем более вы люди очень интуитивные, и значит, чем-то наше видео будет вам полезно. Итак, что важно знать? Давайте вот такой вопрос зададим традиционный. Карта императрица, вопросы вашего статуса, хотя вопросы, связанные с вашим материнством, может быть для кого-то, как беременность, правда, мои дорогие девочки, и такое может быть, но все же в первую очередь карта императрицы – это карта власти. Это карта власти доброй, мягких энергий, когда путем того, что мы со всеми можем договориться, где-то словно войти в положение человека, проявить, по крайней мере, внешнее участие, расположить к себе людей и тем самым в последующем как-то решить все равно вопрос. Вот благодаря, наверное, умению обходить острые углы или умению как-то вот по-своему договариваться, и пусть меня сейчас смотрят мужчины, где-то и в вас будут такие энергии, а вы очень контактные люди, вы люди дружелюбные, поэтому, видимо, вот это ваше качество врожденное, оно вам будет помогать. Для кого-то из вас, конечно, вопросы, например, связанные с вашей мамой, иногда это и так проигрывается. Но есть определенные еще и властные какие-то вопросы для кого-то из вас, может быть, вопросы вашего статуса, вашей личной жизни или какие-либо согласования, то, что касается вашего имущества, дома или каких-то ваших идей. Здесь тоже есть взаимосвязь, потому что императрица раньше особенно, она изображалась всегда беременной, имеется в виду не напрямую состояние, хотя, как я сказала, для девушек, женщин это тоже может проиграться, но есть еще и плодовитость в плане новых инсайтов, новых идей, воплощения своей мечты в реальность. И здесь может быть какой-то вопрос, связанный с вашим ремеслом, творчеством, бизнесом, работой, тоже может проигрываться. Масса вариантов, а для кого-то финансовая стабильность, мои дорогие, но сама по себе настолько всеобъемлющая карта императрицы, еще и добрая, еще и благополучие, еще и про надежность, про уверенность, и то, что все в наших силах, все в нашей власти, что может быть лучше, вот что важно знать. Вот такие энергии где-то и для вас самих, но и вы можете столкнуться с таким же человеком, почему нет? Чего не избежать? Вот давайте узнаем, и это как неожиданности. Карта башни, будьте аккуратны, потому что вы можете оказаться, ну, как событие непреодолимой силой. И здесь важно не делать больше, чем один шаг за раз. Не торопиться куда-то, что-то успеть рассмотреть. Это может быть обстановка, которая меняется вокруг вас. Могут быть законы, которые вокруг вас меняются. Или какая-то словно новая реальность. И есть то, чего мы не можем изменить. Может быть, мы будем узнавать вопросы, связанные с вашим жилищем. Иногда проходит по этой карте банально, когда нам нужно сделать ремонт дома, потому что что-то выходит из строя. И у кого-то такое тоже может проиграться. Вы будете обращаться к специалистам и думать, каким образом быстрее осуществить ремонт или что-то исправить. А для кого-то, может быть, есть в плане переезд, и вы, например, иногда это проигрывается тоже по карте, ведь башня – олицетворение тюрьмы. То есть прежде нас что-то сдерживало, и здесь башня разрушается от удара молнии, и словно вот эти препоны, барьеры падают, поэтому тут двойственно. Что-то будет еще и на неделе, как возможность какая-то, и ее важно увидеть. Может быть, закон какой-то поменяется или подзаконный акт. Вы прежде не могли это осуществить, а здесь это будет вполне вероятно. Ну, наверное, держать руку на пульсе, мои дорогие представители знака зодиака Рак, определенно стоит. Но есть какая-то неизбежность и есть влияние обстоятельств на нас. А нам придется с ними провзаимодействовать с тем, что есть по факту. Очень так символично, с учетом ретроградного Урана, но и где-то ретроградного Юпитера.
в знаке Тельца. Телец любит все то, что стабильно, любит свою территорию, то, что надежно. И вот у нас где-то так и получается. Юпитер и Уран словно соединяются. У кого-то вот банально мелкий вопрос, бытовой может быть, а у кого-то, знаете, как вопрос по вашей работе и дальнейшему продвижению, по какому-то прогрессу, или по финансам, или по бизнесу, или еще какие-то детали, или чем-то вы будете заниматься как ремонтом. Ну вот перекладывайте на какую-то свою ситуацию, реальность свою. Давайте мы спросим, чему сейчас не время или что нам может помешать вот на эту неделю? И у нас выпадает эта семерка пентаклей. Нам может какое-то ожидание помешать. Или когда мы думаем, что все как-то устаканится само, извините за слово не самое красивое, ну или решится, или какое-то время пройдет точнее, и все придет в какую-то норму, уляжется словно, да, в какой-то порядок само по себе обустроится или выстроится в какую-то последовательность, а тут нам говорят, нет, тут нечего ожидать. Тут будет важно увидеть по факту, что есть конкретно, и провзаимодействовать вот с тем, что у нас в нашем распоряжении будет присутствовать. Не ожидать того, что словно ожидание или выжидательная какая-то позиция нам поможет решить тот или иной вопрос. Одним словом, где-то придется, видимо, действовать быстро, слаженно. Слаженно я имею в виду, когда и логику подключаем, и интеллект, и еще какие-то действия производим. Давайте мы спросим, а что будет помогать для вас, мои дорогие? Да вообще все в вашей власти. Посмотрите, карта сила. Вы очень ресурсные. Карта великого манипулятора. И значит, мы говорим добрая власть, да, про императрицу, когда умеет сгладить острые углы. И здесь-то как раз победа интеллекта над грубой силой. Значит, что-то мы можем просчитать, со всеми договориться, со всеми провзаимодействовать. Главное, в разнос не пойти. Ведь молодой человек, который на карте усмиряет льва, это он как будто свое эго подавляет. Или в хорошем смысле это когда эмоциям не дает, ну вот так выход, держит их на коротком поводке. Значит, это где-то может нам тоже помешать. А вот быть где-то манипулятором или серым кардиналом нам придется, может быть, для того, чтобы договориться или какие-то вопросы свои решить. Но для вас очень ресурсная неделя. И значит, для вас хоть камни с неба, значит, вторично это такие возможности, мои дорогие представители знака зодиака Рак, на эту неделю перед вами могут открыться. Пусть эта задача будет сложная, может быть, я надеюсь, не для всех, но пусть это для одного даже проиграется, как будто нужно быть готовым к тому, что даже что-то идет не так. И вот в этом не так будет для вас таится как какая-то подсказка. Вот в чем получается у нас смысл вот этих всех карт. И ждать здесь мы ничего не дождемся. Здесь именно про манипулировать, про взаимодействовать, чтобы сохранить свой статус или приумножить, или сделать для себя что-то очень хорошо, ну или осуществить какое-то свое намерение и план. И так тоже может быть. Что скрыто? Давайте мы вот эту карту достанем. Знаете, могут в последующем или, может быть, какие-то события будут развиваться словно ступенчато. Приходит одна какая-то новость, помимо того плана, который мы себе поставили, а потом с течением событий, дней, часов приходит еще одна какая-то новость. Или быстрое известие, то, которое мы не можем оставить на потом. Мы с чем-то должны будем прореагировать. Вот не случайно семерка Пентаклей, карта ожидания нам выпала в позиции, чему сейчас не время, а здесь скрыто. То есть мы можем не видеть пока, что какой-то вопрос будет решаться именно нашей быстрой реакцией. Мы чего-то не должны оставить на потом. Пришло известие, и как будто с ним нужно провзаимодействовать. Или быстро на что-то решиться, куда-то поехать. Решить, может быть, какой-то поездкой или перемещением в ряд вопросов, которые именно разрешить можно в определенной местности или на одном месте, или при контакте с конкретными людьми. Вот решать только вам. Но быть где-то легкому на подъем нам придется, потому что нам это будет не только помогать, а
если мы отложим на потом, мы, первое, упустим время, а второе, может быть, ситуация такова, что мы должны быть именно в каком-то первом моменте, что-то увидеть или вовремя что-то словно захватить, уцепить или с чем-то проучаствовать. Одним словом, ну, скучать будет вам некогда, вот я вижу определенно так. Давайте мы с вами достанем дела, работа, бизнес по основным сферам жизни. Каковы будут энергии? Карта уверенности, карта, по сути дела, якоря, четверка жезлов. Это как 4 столпа. Это когда нас все радует, когда у нас все получается. Это праздник после победы, значит, что-то вы осуществите. Будьте внимательны. Там, где прежде были какие-то барьеры, тут могут открыться возможности. Или в какой-то удивительно метаморфозной ситуации тоже для вас может быть как ключ какой-то либо разгадки, либо решению того вопроса, который вы бы хотели осуществить или который отчасти завис на повестке дня, может быть, не один день или за какой-то предыдущий период. А здесь вроде как появляются новые возможности. Но, знаете, еще раз, помимо карты силы, нам говорят о вашей уверенности и о том, что у вас мало что получится, так еще и праздник будет. То есть вы останетесь собой довольны. То есть в целом неделя, то, что касается ваших дел, намерений, работы, бизнеса, идет со знаком плюс. И когда даже радость будет, может быть и праздник, вполне вероятно. Финансы, давайте мы узнаем, что на неделе по финансам. Ну, сказать по двойке мечей, что мы тратим деньги, но, может быть, вы как способ заработка будете стоять перед выбором. Двойка мечей – это как развилка судьбы. И у каждого здесь по-своему. Развилка судьбы может говорить о том, что смена может быть работы или куда потратить деньги. У кого-то ведь это может, как по карте башни, проиграться вопросы, когда, ну, отчасти вынужден менять жилье или пересматривать как-то место проживания, и тогда вы будете что-то выбирать, вполне вероятно. Или если протраты, то, может быть, и придется считать как будто деньги. Вы ресурсны, нам об этом сказали, но обстановка может сложиться таким образом, что вам не захочется попросту деньги тратить. Вы захотите, может быть, подождать еще какое-то время, как будет развиваться в последующем ситуация, или вы можете увидеть, что есть какая-то турбулентность на данный момент, и вам не захочется терять какую-то уверенность в материальном отношении, и вы сами можете прийти к выводу, что я пока не могу с чем-то по финансам определиться, и стало быть, я их не трачу. Но есть определенно какой-то выбор, какой-то вопрос или, повторюсь, развилка. Давайте по личной жизни, что для нас. А может быть, у кого-то в личной жизни так проиграется. В личной жизни может быть конкретный человек. И не важно, что у нас выпал король, это может быть кто угодно. Может быть и девушка, женщина. Мы просто смотрим энергетику. Человек, который рожден под знаком зодиака, стихия огня. Овен, лев, стрелец и какое-то взаимодействие с ним. Вообще это карта харизматичного лидера, который немножко сам по себе. И где-то и про ваши энергии, чтобы тут вы не задумывали, или что бы вы ни планировали, или с кем бы вы не взаимодействовали, прежде чем решиться на какие-то действия. Ведь у кого-то личная жизнь может проиграться, нам сказали уже, карта императрицы, поэтому в целом, как для людей семейных, так и для тех, кто в паре, но, может быть, не оформил отношения. Или я не могу сказать, что это новое знакомство, хотя не могу этого тоже отрицать, потому что старшие арканы иногда и об этом могут говорить. Любовь идет под разными флагами, и мы никогда не знаем, где мы ее встретим. Но сказать, что вот мы именно к действиям каким-то быстро переходим, которые касаются либо вашей личной жизни, либо вашей личности, то есть ваши какие-то честолюбивые планы. На будущее, может быть, надо отчасти либо быстро просчитать, проанализировать, а потом подключаться уже к решению какого-то вопроса. Потому что нам говорят, как будто пауза неуместна. Есть у нас карта скорости, но с другой стороны король жезлов у нас никуда не торопится. Значит,
мои дорогие представители знака зодиака Рак. На неделе могут сложиться и разные обстоятельства. С чем-то мы не должны опоздать, а в чем-то не должны словно проблагодушествовать. Но будут и те моменты, когда придется, может быть, быстро что-то просчитать, проанализировать, какую-то информацию, словно разложить все по полочкам, а потом только действовать. И я могу точно сказать, что действовать наобум нет, какой-то риск исключить точно нет. И лучше где-то не проявлять активность. Это не значит, что мы совсем бездействуем, но именно в активности какой-то, пока вы в чем-то не уверены, лучше, может быть, что-то и не осуществлять. Особенно, наверное, если это касается вопросов финансов. Все-таки на финансы у нас выпадает двойка мечей. И здесь, знаете, как никто не должен словно давить на вас или воздействовать своими взглядами, да, навязывать, будем говорить, мнение. Что-то вот вам самим придется на этой неделе решать. И именно в том ключе, как вы это видите, как вы это хотите. И если это вопросы статуса, значит, тоже что-то вы будете словно продумывать где-то в одиночку. У вас помимо карты сила, а это всегда преимущество, потому что вы правильно видите обстановку. Еще и карта императрица. Что-то очень важно, перспективное может стоять на неделе для вас. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.